Всем привет! Сегодня я расскажу об играх-ужастиках для Sega Mega Drive. Вообще, тема ужасов всегда мне нравилась. Я уже рассказывал об играх про вампиров на разных платформах, об игре Blood для MS-DOS. Ну а теперь вот ужастики для Sega. В некоторые из них я играл в 90-е, с другими познакомился уже сейчас. Поэтому впечатления о ряде игр свежие и, возможно, поверхностные. Итак, начнем. И да клацнет ваша рука мышью по подписке на канал. Addams Family Values. Игра 1995 года от Ocean Software. Вид сверху. Я не очень люблю такой вид обзора, но графика приятная, мрачненькая. Вы управляете Фестером, которому надо спасти похищенного племянника Пуберта. Начинается игра с того, что вы бегаете в роще возле кладбища, общаетесь со своими родственниками из семьи Адамс, коих выгнал из дома похититель младенца. Да, игра сделана по сюжету фильма. А вот что дальше, я так и не понял. Ворота на кладбище открыть не удалось, зато получилось спуститься в спрятанное среди деревьев подземелье, где после недолгого путешествия я добрался до босса и вальнул его. Тактика оказалась очень проста. Босс не может достать руками до низа экрана, поэтому вы подходите к боссу, стреляете и отходите вниз экрана. И так много раз. Очистив подземелье от босса, я вылез наружу, побродил еще, нашел нычку в правой части рощи, но и оттуда продвинуться дальше не смог. Старательно пройдя по всем возможным дорожкам среди деревьев, я понял, что ничего не понял. И нет, я не собираюсь смотреть чужое прохождение. Но, судя по этой обложке к картриджу, вас ждут также снежный уровень и дом с библиотекой. Перейдем к следующей игре. Addams Family. Семья Адамс. Просто семья Адамс. 1993 год. Вариант этой игры больше знаком по Dendy. The Addams Family Pugsley Scavenger Hunt, где частично используется та же графика, только там вы управляете пацаном Паксли, а тут Гомесом. В игре нет определенного порядка прохождения уровней, каждый из которых скрывается за дверями в доме. Зато после победы над боссом в конце уровня вы получаете пароль, где сохраняется, с какими боссами вы уже справились. Sega-версия быстрее дендевской, такая же легкая в управлении персонажем, но атмосфера ужасов в ней слабовата. В этом плане мне больше нравится первая семья Адамс для NES 91 года. Я хотел было обойти вниманием всю эту чехарду про игры о семейке Адамс, но не могу, поэтому смотрите. В 1991 году Ocean выпускает вот такую Addams Family для 8-битной NES. Она нравится мне больше всего. В том же 1991 году Ocean выпускает для Super Nintendo другую Addams Family. Почти такую же, как для SNES, мы видим для Sega. Ее выпускают Ocean и Acclaim в 1993. На ее же основе в 1992 для NES выходит Addams Family Pugsley's Scavenger Hunt. Между тем, вот же безумие, в том же 1992 выходит одноименная игра для SNES, и она совсем иная, самостоятельная и очень интересная. О ней отдельный разговор. Кажется, из-за обилия игр про семейку Адамс этот шедевр остался забытым. Наконец, Addams Family Values для Super Nintendo примерно такие же, как для Sega, поэтому я их показывать не буду и вернусь к играм для Sega.
Семейка Адамс для Сеги, вот это 93-го года, добротная бродилка, несколько затянутая и пресная, но вполне подходит для отдыха и расслабления. Alien 3. Совершенно бестолковая игра 92 года по фильму «Чужой 3», созданная компанией Probe. Геймплей гораздо хуже, чем в версии для NES. Музыка тоже хуже, графика могла быть лучше, в то время как для NES на высоте для 8-битной платформы. Задача на каждом уровне за определенное время спасти всех оплеванных и приклеенных чужими людей. Рипли, как и в фильме, попала на планету-тюрьму Фиорина 161, или Файорина, я уже не помню. Большую часть игры вы лазаете в подземном лабиринте этой, собственно, тюрьмы. Если дэндивская версия вызывала у нас с братом желание пройти игру, то эту хочется скорее отложить подальше. Altered Beast. Сеговская игра 1988 года, вышедшая как на игровых автоматах, так и на приставке. Место действия – Древняя Греция, и ваш путь начинается с кладбища, наполненного разными ожившими мертвецами и прочими врагами. Ваш герой – оживший покойник, коего Зевс посылает спасти свою дочь Афину от властелина подземного царства. Экран постепенно смещается в сторону, так что вам остается только идти в его пределах и сражаться с врагами, подбирая пауэрапы. По тем временам это была очень крутая игра и для приставок, и для аркад. Вот, кстати, как выглядит аркадная версия. Rise from your grave. Но вернемся к картинке сеговского варианта. Ваш персонаж может менять облик, то есть он не только встал из могилы, но является оборотнем. Дизайнер игры Макото Учида, по его словам, вдохновлялся фильмом про оборотней «Вой» и клипом Джексона «Триллер». Дракула Брэма Стоукера. Атмосферная игра 93 года, о 8-битном варианте которой я рассказывал в передаче про игры о вампирах. Есть еще версия для Sega CD с оцифрованным видео, но обычная сеговская версия хороша сама по себе. Разработана игра Psygnosis совместно с Traveler's Tale, на счету которой позже будут Mickey Mania, Toy Story и Sonic 3D Blast. В Дракуле вы управляете Джонатаном Харкером. Он лазает по Трансильвании, по замку Дракулы и так далее. Боссов больше, чем на 8-битке. Музыка, как ни странно, хуже. Графику сравнивать нет смысла. Это разные консоли со своим шармом. Castlevania, или как у нас говорят, Castlevania, Bloodlines в Америке или Castlevania The New Generation в Европе и Австралии, а также Vampire Killer в Японии. Причем японская версия проще по геймплею, а в европейской нет крови, а зомби менее страшные. Игра сделана Konami или Konami, я не знаю, как ставить ударение, поэтому я всегда говорил Konami. В 1994 году, и это первая и последняя Castlevania для Sega Mega Drive, получилась не хуже 3 8-битных игр серии и 4 части под Super Nintendo, что вышло в 1991. Запоминающуюся музыку к сеговской Castlevania написала Мичиру Ямане, которая затем и прославилась музыкальным оформлением к этой серии.
Действие игры разворачивается в 1917 году в Европе. Завязка сюжета. Вампирша Элизабет Бартли и ведьма Дроута Цуэнтес, как они придумывают эти имена, развязали Первую мировую войну в качестве жертвоприношения, чтобы возродить к жизни своего дядю Дракулу, дядя вампирши Элизабет. Можно выбрать одного из двух персонажей, Джона Морриса или Эрика Лекарда. У каждого из них свое оружие и особенности. Так, Лекард движется быстрее, но его копье, хотя длиннее, чем кнут Морриса, причиняет меньше вреда. В остальном все выдержано в духе классической Castlevania, хотя атмосферу ужастика портят уровни с механизмами да шестеренками. Впрочем, они были и в других частях серии. В игре разные концовки, они зависят от выбранного персонажа и уровня сложности. На фотке команда основных разработчиков игры в 1994 году. За год до выпуска разработчики через журнал Mega Drive Fan предложили читателям поучаствовать в создании врагов и ловушек к игре. И 2 страницы журнала представляли собой шаблоны, которые требовалось заполнить. В редакцию пришли, например, вот такие листы. Враги, ловушки, Dark Castle, темный замок. Эдакая бродилка с загадками и неудобным управлением. В самом начале надо нажать кнопку, когда герой, принц Данкан, смотрит на одну из дверей. Вот куда он глядит, когда вы нажимаете кнопку, туда и попадете. За каждой дверью сокрыт уровень. По этажам ходит и летает разная нечисть, в которую можно стрелять. Причем надо управлять прицелом. Для этого нажимаете крестовину вверх и вниз. Цель игры – добраться до тронного зала Черного рыцаря, злодея, что сидит на своем троне и строит козни населению. Изначально игра была разработана для Макинтошей компанией Silicon Beach Software в 1986 году и портирована на Sega в 91-м 360 Pacific и Artec Studio, компаниями, которые дебютировали в разработке для игровых консолей. К тому же на 91 год были уже другие стандарты геймплея, особенно на консолях. Таким образом, в игре все построено на уровнях с поэкранным смещением, как в играх 80-х, и на громоздком управлении. Так, помимо прицела вверх и вниз на крестовине, можно присесть или выставить щит кнопкой B. B плюс вниз означает подобрать или использовать, А прыжок, C бросить камень или огненный шар. А на Макинтоше прицел управляется при помощи мыши. Что же в итоге? Сложная, но вопреки всему интересная игра лабиринтного типа. Когда она вышла на Макинтоше, то снискала себе заслуженную славу. Черно-белой, но отточенной графикой, звуком, геймплеем и стала легендой. Тут написано «аркадное качество на вашем Маке». В самом деле, тогда это утверждение было справедливо. Порт 91 года для Sega воспринялся игроками крайне отрицательно. Он оказался хуже, нежели оригинал. Уродливое управление я уже отметил, уровень сложности очень высокий. Однако, нарочно или случайно, вместо прохождения уровней и сбора необходимых по сюжету предметов, можно сразу пойти и валить босса, что лишает прохождения уровней, а значит и всей игры смысла. Garfield Caught in the Act. Вообще-то это не игра-ужастик, но поскольку она начинается с кладбища и боссом первого уровня выступает граф не Дракула, но Слобула, я включил ее в свой обзор.
Игра вышла в 1995 году, разработана самой Сегой. Вообще, это был один из самых больших проектов американского подразделения Сеги. Гарфилд — первый картридж, который был у моего двоюродного брата, когда ему купили Сегу. Поэтому нам ничего другого не оставалось, как проходить эту игру. Сейчас она кажется мне назойливо динамичной и трудной. А в 90-е такая сложность была в порядке вещей. Кот Гарфилд после неудачной починки телевизора попадает в телевизионные миры с разной тематикой. Поэтому каждый уровень – сюрприз. Я проходил Гарфилда в 90-е и плохо помню остальных боссов. Однако, чтобы победить графа Слобелу, требовалась смекалка. Кажется, тоже относилась и к другим боссам. Графика и звук на высоте. Одна из самых вкусных бродилок для Сеги. Позже были порты на 8-битный Sega Game Gear и под Windows. Что до 16-битного подлинника, при выпуске из него убрали некоторые уровни. Разработчики то не могли их оптимизировать под ограничения консоли, то не успевали или не хотели возиться, непонятно. Это инопланетный уровень, лесной уровень на тему Робин Гуда, уровень про Древний Рим, кусок уровня с поездом, снежный уровень и уровень про викингов. Возможно, он же и есть снежный уровень. Так, в Гарфилде осталось всего 6 уровней. Спустя год другая команда разработчиков наскоро таки доделала некие убранные уровни, и дополненная игра, теперь под названием Garfield The Lost Levels, распространялась через сетевой сервис Sega Channel, кажется, на протяжении года. Игра не существовала в виде картриджа, можно было играть чисто онлайн. Sega Channel предполагал у пользователя наличие обычной Sega Mega Drive, вернее, поскольку сервис был доступен только в Штатах, Sega Genesis, и периферийного устройства Sega Channel Adapter, которое вставлялось в слот картриджа, а уже в то устройство втыкался кабель от провайдера кабельного телевидения, чьи услуги Sega использовала для передачи данных. Пользователь подключался и видел на экране телека меню. Можно было выбрать, чтобы поиграть несколько десятков игр, список время от времени менялся. Garfield The Lost Levels какое-то время крутился на канале и потом исчез. Дампа игры в интернете не существует. В изданиях времен анонса Гарфилда сохранились, однако, скрины удаленных из основной игры уровней. Ghostbusters. Охотники за привидениями. Странная игра 90-го года по одноименному фильму. Часть текста на английском, часть на японском. Разрабатывала игру японская компания Compile, издавала сама Sega. Можно выбрать, за кого из охотников за привидениями играть. При этом нет афроамериканца Уинстона. Поначалу не совсем понятно, вернее, совсем непонятно, как пользоваться ловушками на призраков. В остальном управление персонажем удобное, не раздражает, в игре много боссов. Сразу доступны 4 уровня, как, допустим, в Черном плаще для NES. Когда вы пройдете их, откроется 5 уровень, а затем 6. В июле 2022 года энтузиасты анонсировали хак игры, добавив туда темнокожего Уинстона. Его отсутствие в игре 90-го года не кажется мне случайностью. Давайте посмотрим на постер фильма 1984 года. Вы видите тут Уинстона? Тут его нет, а в фильме есть. Таиландский постер. Американский постер. Вон мы видим Уинстона, меньше всех, сразу и не заметишь. Хорошо хоть в ролях упомянули, внизу. Там, где Рик Моранис, там и Эрни Хадсон, который играл Уинстона. Охотники за привидениями 2. Где Уинстон? На обложке его нет, а в фильме есть. Эрни Хадсон рассказывал, что когда его приглашали играть в первой части и дали сценарий, там был полноценный персонаж Уинстона, а когда начали снимать, его сильно сократили. То же самое произошло со сценарием второй части.
Билл Мюррей, игравший роль Питера, взбунтовался и отказался сниматься в продолжениях, если его коллегу будут затирать. Но непонятно, как это повлияло на студию, ибо продолжение вышло уже в 2021 году. Ghouls and Ghosts – одна из самых сложных игр для Sega, портированная Sega же под 16-битную приставку в 1989 году. Один из портов исходной кэпкомовской игры 1988 года. Ghouls and Ghosts выходила под разными названиями для всех мыслимых платформ. Более она известна как Ghosts and Goblins. Под Sega Mega Drive ее портировал программист Южи Нака, несколько лет спустя программировавший первых двух ежиков-соников. Хотя Sega и была мощной игровой приставкой, ее железо все же оказалось слабее железа кэпкомовского аркадного автомата CPS-1, несмотря на сходство основной начинки. Это процессоры Motorola 68000 и Z80. Ямаховский чип синтезатора в аркаде был несколько круче, палитра и разрешение графики больше. Оперативка 64 килобайта против 8 в Sega. Хотя, конечно, в частностях у каждой платформы были свои преимущества и недостатки. В Ghouls and Ghosts вы управляете рыцарем Артуром, который через крайне сложные уровни пробирается к главному злодею Люциферу, в англоязычных версиях игры Локи. Если в портах для других платформ вас заставляет пройти игру дважды, второй раз на более высоком уровне сложности, то в сеговской поступили сходным образом. Сначала вы проходите по 5-й уровень включительно, потом вас перекидывает на 1-й, но в этом повторном прохождении уже есть особое оружие. Именно с ним и надо войти к залу к Люциферу. Я не встречал эту игру в 90-е, когда многие игры, что кажутся мне сейчас сверхсложными, проходились на ура. Но, поиграв в нее сейчас, я понимаю, что надо очень долго заморачиваться и упражняться, чтобы пройти ее по-честному, без эмулятора с сохранениями, а на настоящей консоли. Очень классная по атмосфере, но чрезмерно трудная игра. Я не понимаю, зачем делать такие сложные игры для консолей. А для игровых автоматов понятно, чтобы люди больше денег кидали. Но перейдем к следующей игре. Poltergeist, или же полное название игры Haunting Starring Poltergeist. Игра 93 года от Electronic Arts. Семью Сардини преследует призрак. Сардини владеют фирмой, выпускающей из дешевых материалов в итоге бракованные скейтборды, ставшие причиной гибели многих людей. Герой игры – призрак одного из таких погибших. Он может, затрачивая зеленую энергию, вселяться в разные предметы в комнатах дома Сардини. Задача – запугать каждого члена семьи, чтобы он покинул дом. Когда призрак выживает семью из дома, Сардини перебираются в другой дом, как бы в следующий уровень. В игре изометрическая проекция и не очень удобное управление. Прижизненная реклама игры выглядит куда более интересно, чем сама игра, ибо в Poltergeist не хватает того, что нужно именно в игре, состязания. Здесь нет азарта, когда потеют ладони, держащие джойстик. Игра быстро надоедает, во всяком случае мне, ибо по сути состоит из череды страшных приколов, а их аж 400. Nightmare Circus, или цирк кошмаров, или кошмарный цирк. Игра, разработанная компанией Funcom на закате эпохи Sega Mega Drive в 1996 году, с отличной музыкой и средней графикой. Главный герой, индеец по имени Рейвен, Ворон, попадает в призрачный вариант сгоревшего цирка. Родные Рейвена тоже погибли во время пожара.
Игра с ее сложным управлением, обилием отовсюду лезущих врагов и докучливыми головоломками не вызвала у меня желания ее пройти. Хотя, наверное, если бы я жил на необитаемом острове и у меня была приставка только с этим картриджем, я бы нашел в ней плюсы. Судя по описанию к игре, они есть. Это около сотни различных ударов персонажа, комбо и магии. Возможность играть вдвоем, как вместе для прохождения, так и друг против друга. Выпуск игры поначалу был отменен, но затем ее таки выпустили, только для Бразилии. А также некоторое время она была доступна через Sega Channel. Scooby-Doo Mystery, тайна Scooby-Doo, разработанная в 1995 году Sunsoft и The Illusions Gaming Company, игра про собаку Scooby-Doo и ее друзей сделана по мотивам мультсериала. Относится к жанру квестов и напоминает таковые от LucasArts. Внизу у вас есть меню действий, поговорить, нажать, взять и так далее. И выбирая элементы меню, вы курсором указываете на разные предметы и персонажей. По сути, тут две игры в одной. В первой герои приезжают в отдаленную от населенных пунктов гостиницу, где завелся призрак индейского вождя, ибо отель, конечно же, построен на давнем индейском кладбище. Второй эпизод, который выбирается в меню заставки, разворачивается в опустевшем парке аттракционов. Очень приятная, неспешная и сделанная с юмором игра. Музыку написали Neuromantic Productions, а именно входящие туда композиторы Курт Харланд Ларсон и Марк Миллер. О музыке первого я рассказывал отдельно в передаче о сеговских X-Men Clone Wars, где звуковая дорожка представляет собой полноценный гоа-трансовый альбом. Музыка же Марка Миллера запоминается по таким играм, как Чакан и Jungle Book. Что до музыки в Scooby-Doo, обычная такая, но добротная сеговская музыка. Splatterhouse 2. Первая часть вышла в 1988 году для приставки TurboGrafx, аркад и персональных компьютеров. Давайте я вам покажу, как она выглядела. Главному герою, студенту Рику, надо пройти через разные ужасы и спасти свою подругу Дженнифер, которая находится в доме парапсихолога доктора Веста. И Рики добирается туда, надев особую маску ужаса, превращающую Рика в эдакого Джейсона из «Пятницы 13». Вторая часть игры для Sega выпущена в 1992 и выглядит не столь мрачно и кровожадно, как первая. Однако, если меня спросить, какая игра относится к жанру ужасов на Sega в первую очередь, это вторая часть Splatterhouse. Оказывается, в конце аркадной первой части герою не удалось спасти Дженнифер, поэтому задача во второй точно такая же, только дом в конце другой, а вот развалины в начале игры остались от особняка зловещего доктора. В целом игра выглядит несколько бледнее своего аркадного предшественника, но это удел всех подобных игр. Аркадные всегда были быстрее, красочнее и круче. Как для приставки Sega Mega Drive, Splatterhouse 2 смотрится классно, и, пожалуй, это одна из лучших игр для этой консоли. Splatterhouse 3. В игре, выпущенной годом позже, в 93-м, вы снова управляете Риком. На сей раз ему надо спасти, опять Дженнифер, а также их совместного сына Дэвида. В игре несколько концовок в зависимости от развития событий.
Третья часть сделана другими, нежели вторая часть, разработчиками на другом движке. Вроде как в Двойном Драконе или Golden Axe. Вы можете ходить не только вперед-назад, но и вверх-вниз по экрану. Параллакс фона появляется только ближе к концу. А так вы бродите в помещениях, да еще и пути разветвляются, ибо можно заходить в двери. А время, отведенное на прохождение уровня, неуклонно тикает. Если вторая часть выглядела хуже первой, то третья в сравнении со второй убого. Не спасают и заставки из оцифрованных фотографий, что тогда было последним писком моды. Swamp Thing. Болотная тварь. Прототип 91 года игры, создаваемой по одноименному фильму. Не мудрено, что игра так и осталась прототипом. С графикой на уровне 8 биток, ну, примерно. Лучше, но вы поняли. Какими-то ямами на заднем плане, куда, тем не менее, проваливаешься. И нелепейшим геймплеем. Undead Line. Игра с таким многообещающим названием создана, похоже, исключительно для хардкорных японских геймеров, потому что очень сложная, и после примерно минуты игры меня в ней убивают. Геймплей вроде как в Гаунтлете или как в леталках-стрелялках. Экран постоянно сдвигается сверху вниз, вы стреляете без перерыва. Из-за плохого баланса всего, что можно, надо постоянно перемещаться по экрану, уворачиваясь от прущих отовсюду противников. Вот этот уровень называется кладбище. Вообще, эта игра порт 91 года, игры 89 года для MSX2. Играть надо за некоего Леона, который должен спасти королевство Гитейн от злого графа Бразена, он же Дракула. В конце каждого уровня можно повысить статсы персонажа: ловкость, силу, выносливость и уровень маны. Warlock или Чернокнижник. Игра 95 года, созданная по одноименному, популярному в то время фильму. Вы играете за друида, который должен собрать в своем путешествии рунные камни, дабы помешать тоже сделать чернокнижнику. Ибо если он соберет все камни, то миру придет кирдык. По геймплею игра чем-то напоминает Дракулу, но более красочная. Я бы сказал, мрачно-красочная. Отличная бродилка с удобным управлением. Версия для Super Nintendo несколько более атмосферна, во всяком случае зомби страшнее. Но если не сравнивать, сеговская версия хороша сама по себе, советую поиграть. Да и вообще это одна из лучших игр для Сеги, почему-то не снискавшая себе популярности. Она считается сложной, но сие уравновешивается тем, что в конце каждого уровня дается пароль. Зомби Хай или Школа зомби. Прототип, в котором есть несколько уровней, но я застрял уже на первом. Игру разрабатывала Electronic Arts по фильму 87 года, а выпуск игры намечался на 93-й, однако непонятно почему разработку остановили. В инженерном меню можно выбрать уровень, но сколько я не нажимал, 4 раза потом старт, попасть в меню так и не сумел. Между тем в прототипе довольно много уровней и заставок. Zombies ate my neighbors, или зомби съели моих соседей. В Европе игра вышла под названием просто «Зомби». Совместное детище Konami и LucasArts. Первые издали, вторые разработали.
Выбрав одного из персонажей, чувака или чувиху, вы должны ходить по частному сектору и спасать своих соседей от зомби, вампиров, оборотней и прочей нечисти. Кроме стрельбы и спасения, надо искать ключи, чтобы заходить в помещение. Игру зачем-то сделали юмористической, от музыки до графики. Управление хорошее, геймплей отлично сбалансирован и не вызывает раздражения. Кстати, на платформе Super Nintendo есть продолжение Ghoul Patrol, но про него я расскажу в другой раз. Что же, обзор игр-ужастиков для Сеги подошел к концу. Всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Или просто ставьте лайки, или просто подписывайтесь на канал, а лайки не ставьте, как хотите.